Полноценный профессиональный рекордер в форм-факторе поясного передатчика. Да, это кажется чем-то невообразимым, но факты сейчас смотрят прямо на вас сквозь камеры. Большинство блогеров уже успело заценить вот эту штучку, она добралась и до нас, поэтому сегодня мы с вами устроим самый полноценный и самый подробный обзор на Zoom F1. Рассмотрим, где такая вещица может быть полезно, рассмотрим все докупаемые насадочки и разберемся в управлении. Ну, заодно, естественно, послушаем, как эта штука ведет себя в работе. Здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о Pro Audio. В первую очередь, это профессиональный рекордер. Давайте это учитывать и, ну не знаю, отложим как факт, что рекордер и телефон, они выполняют разные функции. И на телефон вы не сможете сделать такую же запись с таким же функционалом, которую вы можете сделать на рекордер. Просто многие говорят, что к телефону тоже можно подключить петличку, но, друзья, к концу этого ролика я надеюсь, что вы убедитесь, что вот эта штучка, она кардинально отличается от того, что вы можете получить на телефоне. Итак, здесь есть возможность записывать стерео, то есть 2 канала. Изначально из коробки мы такую возможность не получаем, то есть нам нужно докупить специальные бошки, о которых речь пойдет чуть позже, но на самом деле из коробки мы пишем моно, и для записи, опять же, моего голоса этого более чем хватит. У нас есть 2 комплекта, мы распотрошили оба комплекта, у нас есть возможность, вот у меня один из рекордеров крутить в руках, показывать вам, и второй рекордер на протяжении всего сегодняшнего ролика будет работать по своему прямому назначению и записывать мой голос. Пишем мы в 48 кГц на 24 бита. Давайте представим, что мы с вами занимаемся репортажкой и стандартный звуковой тракт при подобной работе. У нас есть петличный микрофон, далее он входит в радиопередатчик, который закреплен на вашей говорящей голове. Далее весь звук приходит на радиоприемник, который закрепляется на камеру, скорее всего, на холодный башмак, но с этим могут возникнуть трудности, потому что не забываем, что существует и накамерный свет, который также крепится на холодный башмак. Ну и дальше стандартный провод 3,5 мм, который заходит в аудиоразъем на камере. Если мы с вами работаем по-серьезному, то ко всей этой колбасе добавляется и рекордер, на который мы и производим запись звука. Как вы могли понять, оборудования достаточно много, и есть очень много различных, я бы их назвал, узлов соединений между оборудованием, что значительно увеличивает возможность того или иного косяка, который вы просто можете не заметить. Особенно если речь идет о одном человеке, который одновременно производит видеозапись и одновременно записывает звук. Вот именно здесь на нашу сцену выходит F1. Он небольшой, и об этом уже было ранее, но я думаю, стоит снова проговорить. Он действительно небольшой, его можно очень удобно закрепить на поясе с помощью клипса, который идет в комплекте. Ну и, конечно же, можно изловчиться, если у вас есть такая специальная, знаете, эластичная лента, с помощью которой скрытно закрепляют те же самые микрофонные передатчики на телах актеров, когда снимают кино или сериалы. Можно продеть ее вот в эти ушки и с помощью такой ленты закрепить где-нибудь на ноге или на руке скрытно под одеждой. Такая возможность здесь присутствует, и это здорово. Управление, и это просто отдельный пункт, оно здесь крайне удобное. Здесь минимальное количество менюшек. На самом деле все функции, которыми вы будете пользоваться по минимуму, они скрыты в менюшках, чтобы не захламлять корпус. И на корпус выведены все основные управлялки. Здесь есть стоп, воспроизведение, запись, здесь можно задать формат записи, здесь можно задать эффекты, это будет срез низких частот или это будет лимитирование. Здесь можно задать уровень записи, то есть усиление по входу, ну и, естественно, отрегулировать громкость того сигнала, который пойдет у вас на наушники. И это действительно очень удобно, особенно учитывая, если вы в такой ситуации, что рекордер у вас находится не прямо перед носом, а висит где-то на поясе. То есть даже отсюда я примерно вижу, где какие кнопки, могу на них нажать, и те функции, которые вот эти кнопки будут регулировать, они дополнительно высветятся на экранчике, и даже из такого положения я эту информацию смогу прочитать. Опять же, давайте вспомним, что это не радиопередатчик и не радиоприемник. Это полноценный рекордер. То есть мы в нашей цепочке отметаем сразу же
такую не самую стабильную вещь, как радиосигнал. Потому что, по-хорошему, вы приехали на площадку, вам нужно настроиться, вам нужно найти наименее захламленную радиочастоту, вам нужно работать на ней. Не факт, что у вас не будет каких-то проблем с радиочастотами. Не факт, что вы не получите какой-то брак, какой-то пик, просто из-за того, что какой-то самолет пролетел над вами, хотя если мы про город говорим, это, наверное, не совсем уместно, но, в общем, мысль мою вы поняли. Здесь этого нету, и это, по большому счету, такая дополнительная защита от косячков, которые могут всплывать во время работы. По качеству записи здесь уже стандартные до 24 бит на 96 кГц, карточки microSD, а формат записи MP3, или WAV на ваш выбор. Давайте поговорим про эффекты, и если со срезом лишних низких частот все предельно ясно, к примеру, мы с вами записываемся рядом с железнодорожными путями, регулярно курсируют поезда туда-обратно, и на записи, помимо голоса, у нас остается очень много вот этого гула и низкочастотных вибраций от железной дороги. Включаем фильтр и срезаем весь ненужный низ, в конце концов, оставляя лишь голос на записи. Тут есть лимитер. И это тоже достаточно интересная вещь. Это такая дополнительная защита от перегрузки. Я предлагаю вам вместе со мной его протестировать. Я сейчас отложу этот рекордер, посмотрю на свой. Значит, здесь у нас есть кнопочка лимитер. Что я делаю? Я его активирую. Так. И я делаю усиление микрофона побольше, чтобы постараться перегрузить. Вот у нас максимальное усиление, я что-нибудь поговорю, покричу, 1, 2, 3, 4, 5, по идее лимитер сейчас должен отрабатывать. И если я отключу лимитер, то мы с вами должны услышать совершенно другую картину. Давайте это проделаем. Лимитер был отключен, и теперь вы слышите то, что вы получаете без лимитирования. Вот именно так и работает эта крайне полезная функция. Давайте вернемся на прежние настройки. В числе разъемов на корпусе, помимо двух разъемов 3 и 5 мм, первый для подключения всевозможных микрофонов, второй для наушников. Причем учтите, что BRA сюда лучше не подключать, пользуйтесь, наверное, капельками или достаточно низкоомными наушниками. Так вот, среди всех разъемов мы также с вами сможем найти и вот такую стандартную зумовскую 10-контактную гребенку. И именно здесь начинается все самое интересное, потому что настало время поговорить о различии комплектов. Их существует несколько. Допустим, в этом ролике в основном для записи моего голоса мы пользовались вот таким комплектом. В него входит сам рекордер и в него входит фирменный петличный микрофон от Zoom. Где его можно использовать? Различная репортажка, все, что только может прийти к вам в голову. Если вы стоите перед камерой и как блогер вещаете на нее, вам нужно записать только ваш голос. Если вы берете какие-то интервью в одностороннем формате, то есть у вас перед камерой сидит гость, который что-то рассказывает, или вы задаете вопросы человеку за кадром, и ваш голос не должен попадать на камеру, вам важен только голос человека, который вещает в кадр, пожалуйста, такой комплект вам очень и очень будет кстати. Второй вариант комплектации подойдет уже для иных задач. Здесь мы имеем рекордер и стандартную зумовскую бошку-пушку с тем же самым 10-контактным разъемом. Что мы делаем? Открываем защитную крышечку, совмещаем приятное с полезным, зажимая специальные вставки, проверяем жесткость, включаем рекордер и можем пользоваться этим великолепием, регулируя усиление по входу с помощью вот этой крутилки. Мы специально проверили, есть ли здесь возможность работать сразу с петличкой и с пушкой. К сожалению, такой возможности нет, потому что усиление по входу здесь автоматически заменяется на вот это физическое усиление для пушки. Естественно, с пушкой идет ветрозащита. Чуть-чуть попозже мы покажем вам эту пушечку без ветрозащиты. Такое устройство, такую конструкцию можно устанавливать на камеру, можно, наверное, даже держать в руке, если вы берете у кого-то интервью. Но, естественно, для чего это может пригодиться. Если вы работаете по большей части с камерой, звук вам нужен поскольку достаточно удобно закрепить наверху камеры
потому что в комплекте идет вот такой паучок с холодным башмаком, который достаточно удобно крепится сверху камеры. Ну и, естественно, записывать звук. Такое решение удобное и, мне кажется, намного правильнее, если у вас несколько человек, чтобы не вешать на кого-то одного петличку, потому что этого одного человека будет, естественно, слышно намного громче, чем всех остальных. Опять же, берем пушку, направляем плюс-минус на людей и производим запись. Если объект записи находится достаточно далеко, здесь также нам поможет пушка, потому что это направленный микрофон. Он спроектирован для того, чтобы отсекать все лишнее, находящееся по сторонам, и в центре своего внимания держать именно тот объект, звук того объекта, который находится, ну, если мы говорим о креплении всего этого сверху камеры, в объективе камеры. 10-контактный разъем для подключения микрофона. Какие-то там еще были микрофоны у Zoom, и вы совершенно правы, это действительно так. При желании можно докупить и другие микрофоны, вплоть до башки XY или MS, заставив тем самым ваш F1 писать в системе XY или в системе MS. Лично, на мой взгляд, очень интересная особенность — это сравнительно новенькая башка. Это тоже пушка, но она пишет в системе MS. То есть это пушка, которая одновременно вместе с этим является стереомикрофоном, который сюда вы вполне себе можете присобачить. Также всегда есть беспроигрышный вариант докупить бошку, которая в себе сочетает два комбо-разъема. И уже к этим полноразмерным комбо-разъемам, я напомню, что это XLR и TRS в одном разъеме, сюда можно подключить какие-нибудь источники на ваш выбор. Опять же, в стерео. Мы с вами записались, добрались до дома, нужно как-то записанный материал скинуть на компьютер. Можно пользоваться двумя способами. Первый — мы вытаскиваем отсюда SD-карточку, вставляем ее в переходник и далее переходник вставляем в компьютер. Второй способ — мы находим USB-разъем на корпусе, подключаем сюда провод и пользуемся F1 в качестве внешнего картридера. Все бы ничего, но у USB-разъема, вот у этого, есть еще одна функция. Он превращает F1 в полноценный внешний аудиоинтерфейс на два канала по входу. Что это нам дает? Ну, вспоминаем про ту же самую бошку с комбо-разъемами. Подключаем ее сюда и имеем действительно полноценную звуковую карту, внешнюю, с двумя комбо-разъемами по входу, которая ничем не отличается от большинства других аудиоинтерфейсов, ну, по крайней мере, бюджетных. А опять же, дополнительные докупки для того, чтобы раскрыть потенциал вот этого разъемчика в качестве аудиоинтерфейса, они нам не требуются, потому что даже вот такого комплекта вполне хватит, чтобы подключить F1 к компьютеру, использовать ее как внешнюю звуковую карту и использовать этот микрофон в Skype, в Discord или в конференциях Zoom. Ну, по сути, такой USB-микрофон у нас получается при использовании вот этого с компьютером. USB-разъем также дает нам возможность подключить F1 к iOS-устройству и производить запись на iOS-устройство. Только учитывайте тот факт, что при подключении к компьютеру все необходимое питание рекордер берет по шине USB. При подключении к iOS-устройству нам понадобится запитывать вот эту штучку с помощью батареек, которые идут в комплекте, которые вставляются внутрь. Ну и я штатно напомню, что на протяжении всего сегодняшнего ролика, естественно, мы использовали те самые батарейки, потому что мы использовали рекордеры без USB-провода по их прямому назначению в режиме Standalone. Друзья, но ведь нельзя забывать о том, что помимо фирменной зумовской петлички существует петличка Boya, которая своим вот таким нераспутываемым клубком у нас олицетворяет все плюс-минус микрофоны петличные, которые вы можете заказать из Китая на Алике или тому подобных сайтах. Давайте я заменю вот этот микрофон на этот. Я уже предварительно знаю, что ему понадобится побольше усиления, так что я дам немного больше усиления с рекордера, и мы послушаем, как он работает с китайским микрофоном. Достаточно важным дополнением является то, что на комплектной петличке есть такая накруточка, которая достаточно надежно фиксирует разъем в корпусе рекордера. Ну а примерно так звучит Boya. Я держу ее где-то на уровне от предыдущего петличного микрофона, и вы можете почувствовать и услышать разницу
Надеюсь, этого времени хватило. Давайте вернемся на комплектную петличку. И теперь, когда мы вернулись на комплектный петличный микрофон, я предлагаю вам послушать накамерную пушку, ведь, как вы заметили, второго рекордера у меня сейчас в руках нету, он закреплен на камеру, вы можете его увидеть, какой он красивый. И именно сейчас можете услышать звук, который снимает эта самая пушка. Сейчас она направлена аккурат мне в лицо и напрямую снимает весь звук, который она видит перед собой, который она улавливает перед собой. Я специально сейчас стараюсь тянуть время, чтобы у вас была возможность как можно дольше насладиться этим самым звуком, который снимает накамерная пушка, направленная прямо на себя, пушка, повторюсь, которую вы получите в комплекте вместе с F1. Что еще может прийтись кстати во время работы? Функция предварительной записи. Это когда постоянно у нас происходит запись звука, и мы, нажимая на кнопочку записи, в файле, который мы будем с вами создавать, оставляем несколько секунд до начала нажатия кнопки. Очень и очень удобно и не раз спасало, по крайней мере, мою шкуру во время живой работы. Ну, естественно, тут есть и очень классная вещь, которая называется Hold. Что она делает? Переводим в Hold положение вот этой самой ручки, и теперь во время записи, когда мы будем нажимать эти кнопки, или когда они будут сами непроизвольно нажиматься у нас, если у нас что-то висит на поясе или что-то находится в кармане, например. Кстати, вы считали, сколько я за сегодняшний ролик сделал вот так? Напишите в комментариях, если считали. Так вот, это классная вещь, чтобы у вас не остановилась, допустим, запись в самый неподходящий момент. Просто переводим рекордер на Hold и производим запись. Опять же, микрофонный вход обладает очень интересной особенностью. Тут есть так называемый plug-in power. То есть это совсем немножечко вольт, минимальное напряжение, которое необходимо, ну, в частности, для накамерных микрофонов. Вот, опять же, такую вещь можно и даже нужно использовать в работе. И, естественно, что при желании это напряжение можно отключить в настройках самого рекордера. Друзья, мне будет очень интересно узнать от вас, что вы думаете по поводу F1. Я давно их заприметил, и мне действительно было очень интересно покрутить что-то подобное в руках, послушать и понять для себя, что да, вот эта штука, она действительно достаточно интересная. Вот это и F2, обзор на который, естественно, вы также сможете найти на нашем канале. Я напоминаю, что все это время вы были на «Давай запишем», и здесь мы с вами говорим про аудио. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Это тест микрофона, который устанавливается на камеру, на камерный микрофон. Отлично, отлично, классно, круто, супер. Да. А еще? А еще. Слышно ли, не слышно ли, не знаю. Сколько мы их будем писать, Гоша? Я просто не настройками. Нам не нужно осваивать бюджет, он у нас фиксированный.